от одного упоминания о могилах и кладбищах по коже начинают бегать мурашки, и это абсолютно нормальное явление. Здесь каждый найдет свое последнее пристанище, а думать о смерти никому не хочется. Но есть такие могилы, которые заставляют ужаснуться даже самых сильных, смелых и стойких. В них спрятаны настолько жуткие истории, что сохранять спокойствие при виде их попросту невозможно. Герман Харбент. На надгробии Германа страшная история его семейной жизни. Памятник мужчина заказал еще при жизни и попросил выгравировать на нем следующее. Моя жена Элеонора Артур из Квинса, Нью-Йорк, на протяжении 20 лет жила как принцесса, путешествовала по миру и ни в чем себе не отказывала. Когда я ослеп, она пыталась отравить меня, забрала все мои деньги, лекарства и бросила меня умирать одного в темноте. Уход из этого мира стал моим спасением, и это большое счастье, что я не встречусь с нею на небесах, потому что она после смерти непременно попадет в ад. Мари Лаво. Побывать на могиле королевы Вуду и провести здесь свои ритуалы – мечта многих оккультистов. Потому на стенах склепа Мари постоянно появляются новые крестики. По поверьям, чтобы осуществилось желание, человеку нужно нарисовать этот символ и постучать в дверь склепа, а у входа посетители оставляют различные странные предметы. Розалия Ломбардо. В сицилийских катакомбах лежит тело двухлетней девочки, умершей от пневмонии в 1920 году. Убитый горем отец настоял на том, чтобы труп его дочки бальзамировали. Благодаря этому внутренние органы Розалии целы до сих пор, а некоторые люди даже уверены, что малышка периодически ненадолго открывает глаза, когда на нее кто-то смотрит. Флоренс Эрин Форд. В Натчезе, штат Миссисипи, есть могила 10-летней девочки. Говорят, что при жизни она очень боялась гроз и каждый раз во время бури бежала к маме. Только так Флоренс могла чувствовать себя в безопасности. Когда девочка умерла от желтой лихорадки, мама сделала для нее особую могилу с лестницей, по которой она могла бы спускаться к гробу дочки во время грозы, чтобы ей не было страшно. Неизвестная девочка. В 1977 году пара рыбаков заметила в воде мусорный мешок. Достав и открыв его, мужчины ужаснулись. Внутри было тело младенца. Чьим был этот ребенок, выяснить так и не удалось. Потому на надгробии малышки пришлось написать: «Неизвестная девочка, найденная в реке Делавэр в мае 1977 года». Мэри Эллис. Когда Мэри Эллис умерла в 1828 году, ее семья похоронила ее в уединенной части леса, вблизи излучины реки Раритан, штат Нью-Джерси, США. Ее останки все еще там, но деревья давно исчезли, и теперь ее останки лежат посередине стоянки торгового центра. В начале 20-го столетия ландшафт начал меняться. Лес вокруг был срублен, а земля на месте могилы была подготовлена по подстройку парковки. Территория вокруг захоронения превратилась в парковку, и теперь могила Мэри представляет собой небольшой клочок земли перед театром Лоевс, окруженный дорогами и зданиями. Тана Тараджа. К похоронам представители народа Тараджи относятся по-особенному. В этой культуре, например, существует такое понятие, как деревья младенцев. Название взято не случайно. Дело в том, что представители народа детей, умерших до того, как у них прорежутся зубы, принято хоронить в стволах деревьев. Считается, что это поможет духу младенца высвободиться и стать частью растения. Сэр Перси Флоренс Шелли.
После смерти мужа Мэри Шелли кремировала тело мужа, но его сердце никак не сгорало. Тогда женщина решила хранить орган и носила его с собой повсюду. Впоследствии сердце Перси было передано его сыну. Парижские катакомбы. Под улицами Парижа проходит сеть туннелей. Десятилетиями сюда свозили человеческие останки. По неофициальным данным, здесь захоронено от 6 до 7 миллионов человек. Сегодня отдельные участки катакомб открыты для посещения. Могила первого китайского императора. Древние китайцы в могилу своего первого правителя вложили душу. Захоронение охраняется статуями терракотовых воинов. Кроме того, от посторонних ее защищает ртутная река и многочисленные ловушки. Катакомбы капуцинов. Катакомбы капуцинов – это погребальные катакомбы, расположенные в городе Палермо на Сицилии, в которых в открытом виде покоятся останки местной элиты и выдающихся граждан, духовенства, аристократии и представителей различных профессий. Здесь захоронены остатки более 8 тысяч человек. Тела в этой гробнице висят на стенах, сидят на скамейках, лежат на полках и в открытых гробах. Костница в Седлице. Костница в Седлице или костел всех святых – это готический кладбищенский костел. Иногда определяется как капелла или часовня в Седлице, район чешского города Кутна-Гора. Это уникальная усыпальница человеческих останков и культурно-исторический памятник. Здесь даже люстра состоит из 40 или 70 тысяч человеческих костей. Создателем ее, как и всего интерьера, является резчик по дереву Франтишек Ринд.